Здравствуйте, друзья! В этом видео я хотел вам рассказать, как можно вмонтировать чугунную топку с распашной дверью самостоятельно при помощи классических материалов. Это печной кирпич и дубовый щит, пропитанный огнезащитой. Итак, в самом начале нужно сделать все габаритные расчеты вашего будущего камина. Потом нанести все отметки на полу и на стене, и только после этого можно приступать к работе. Здесь, как вы видите, мы делали бетонную подушку. Это для того, чтобы будущий камин не проломил перекрытие, так как они весят очень много. Вначале мы выкладываем 3 опоры. Это 2 опоры боковые на 1,5 кирпича и кирпич шириной, и одну посередине заднюю, 3-ю опору небольшую, для того, чтобы чугунная топка опиралась на нее. В будущем, когда мы сложим платформу, на чем она будет стоять. Сзади камина мы оставляем 2 воздушных кармана, куда будет затягиваться холодные потоки воздуха. Как вы видите, вокруг камина складывается такая рубашка из кирпича и поднимается вверх. На примыкание между кирпичом и камином мы используем уплотнительный терможгут. После того, когда мы сравнялись кирпичом по горизонту с чугунной топкой, мы начали кирпич сводить аркой к трубе, чтобы замкнуть пространство над камином. Да, еще нужно не забыть положить базальтовые листы сзади чугунной топки, чтобы стена не сильно нагревалась и не разрушала пространство сзади себя. Когда кирпич почти сомкнулся с воздушным коленом, нужно будет уже монтировать решетки для горячего воздуха по бокам. Решетки мы использовали чугунные, печные, они идеально подходят для кладки в кирпиче и очень прекрасно смотрятся в концепции этого камина. В конце мы одели дубовый щит, посмотрели, как он смотрится, и начали медленно обкатывать камин, так как его нужно топить несколько дней, постепенно добавляя температуру. После того, как мы прожгли камин и просушили глиняный раствор, мы решили его оштукатурить, чтобы он смотрелся не таким громоздким. И в конце получилось вот так. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!